Чен возвращался домой в смятении. Он еще не мог принять, что Тутен решительно не возвращается, но, сделав шаг в старый дом, понял, что его ждет еще одна неожиданность. В доме уже не витала привычная суета. Его мать сидела на старом тростниковом стуле, и ее глаза выражали глубокую тревогу. «Мама!» – тихо позвал Чен, но еще не успел сказать ни слова, как его мать вскочила, голос ее прозвучал с явным раздражением. «У тебя еще есть ум, чтобы куда-то идти? Наш дом вот-вот развалится, ты что, не понимаешь?» Чен застыл. Его мать резко сбросила с головы свою шляпу. Ее глаза, красные от гнева и отчаяния, сверкали яростью. «Наш дом завалили долги. Деньги закончились, и теперь нечего не купить». Чен почувствовал, как кровь словно застыла в его венах. Раньше, хоть и в скромном количестве, деньги всегда были, и он никогда не испытывал такой тревоги. А теперь, когда Тутен больше не была рядом, а та, кому он доверял, Хуонг, забрала все деньги и убежала, дом оказался обременен бесконечными долгами. В этот момент в дом вошел его отец, Фуонг. Он медленно зашел, его лицо выражало явную усталость. Услышав печальные новости, он тихо вздохнул, и его глаза, помраченные годами, обратились к Чен. «Что ты наделал, чтобы довести нас до такой беды?» Чен не смог ответить. Он опустил голову, его руки сжались в кулаки. «Что же теперь делать? Этот дом не может рухнуть!» – вскрикнула его мать, голос ее дрожал от бессилия. Не оставалось иного выхода, как продать последнюю собственность – уток, кур, чтобы хоть как-то собрать деньги для выплаты долгов. Пока его мать сидела у курятника, ее глаза говорили о боли женщины, которая всю жизнь трудилась, а в конце концов оказалась ни с чем, а Чен молча стоял, наблюдая за этим. Он вспомнил о Тутиен раньше, когда она была здесь, даже в бедности. Дом все равно имел тепло, заботу и помощь, но он не смог оценить ее ценность, позволил ей уйти в позоре. Теперь, возвращаясь, он видел только руины, подобные собственной жизни, разрушенной и пустой. Где-то рядом доносились крики запертых кур, и его мать поспешно вытирала слезы, скатывающиеся по ее щекам. Фуонг молча стоял и смотрел на пустующий двор. Когда-то он думал, что силен, что способен управлять своей семьей и судьбами людей. Но теперь он понял, что у него ничего не осталось. Единственный, кто действительно любил его и искренне заботился о семье, был тот, кого он сам изгнал. В последние дни атмосфера в доме Чен становилась все напряженнее. Огромные потери не давали матери Чен сохранять самообладание, она каждый день плакала и упрекала. Чен сидел, прижав колени к груди, и пустым взглядом наблюдал за пустым двором. У него не осталось ничего, все деньги ушли, скот исчез, а жизнь не так была тяжелой, теперь перешла в тупик. Наконец, после многих дней внутренних терзаний, мать Чен решила обратиться в полицию. Она сидела у изножья кровати, голос ее был хриплым от бессонных ночей. «Нельзя позволить им забрать все наше имущество и не нести за это ответственности. Обязательно нужно найти вора!» Чен молча кивнул. Это был единственный способ надеяться вернуть справедливость, хотя он и сомневался, что полиция сможет что-то сделать в такой ситуации. На следующее утро сотрудники местного отделения прибыли в дом, неся с собой записные книжки. Они сели за старый деревянный стол в пустом доме и начали досконально опрашивать всех о произошедшем. Что именно было украдено? Буйволы, деньги, утки и куры – все исчезло, с обрывистым от гнева голосом сказала мать Чен. Сотрудники молча записывали, внимательно осматривая скудный дом. Чен сидел напротив, крепко сжав руки. Он не знал, что еще сказать. Все происходило словно в кошмаре, из которого он не мог выбраться. Потом полиция спросила: «Есть ли у вас подозрения относительно кого-нибудь?» Мать Чен сжала губы, ее взгляд был полон язвительности. Немного помолчав, она холодно произнесла: «Разве это не та девочка?» Без лишних вопросов все поняли, что она имеет в виду Тутен. Чен почувствовал, как холод охватил его сердце. Он прекрасно понимал, что даже если Тутен больше нет, мать все равно не отпустит эта обида. Сотрудники полиции внимательно посмотрели на нее, полные подозрений. «Вы имеете в виду госпожу Тутен?» «Нет доказательств, я не уверена. Но она невестка нашего дома. Сейчас она ушла, и никто больше не появляется здесь». Чен не выдержал и, поднявшись с места, с хриплым голосом воскликнул: «Перестань говорить такие слова!
Его мать вздрогнула, но все равно с презрением отвернулась. Отец Фунг вздохнул, его взгляд был полон тяжести. Полиция продолжила записывать и вскоре сказала: «Мы продолжим расследование. Если появятся новые зацепки, мы сообщим». Сотрудники в синих форменных одеждах ушли, оставив в доме атмосферу еще большей тяжести. Пока полиция продолжала расследование кражи, атмосфера в доме Чан оставалась напряженной как никогда. Его мать больше не кричала, как раньше, вместо этого лишь вздыхала и опускала усталый взгляд на пустой двор. Отец Фуйонг сидел на ступеньках, его мутные глаза смотрели вдаль, не произнося ни слова. А Чен с того момента, как все произошло, перестал быть уверенным в себе мужчиной. Не желая просто ждать, Чен стал опираться на свои связи, чтобы добыть информацию. Он знал, что если полиция продолжит расследование, то рано или поздно найдут преступника, но он не хотел томиться в ожидании. Ему нужно было знать, кто стоит за этим делом. Он нуждался в ответе. Каждый день Чан обращался к знакомым, расспрашивал о любых зацепках. Он искал среди торговцев буйволами посредников и ходил по деревне. Разговоры проходили в придорожном кафе за тихими обедами с давними друзьями. Постепенно собирались воедино мелкие детали. Между тем полиция также неустанно работала. Сотрудники проводили день и ночь, перебирая показания и собирая самые мелкие улики. После многих дней расследования они, наконец, собрали достаточно доказательств, чтобы установить личность вора. И вот, как ни странно, это оказался тот, кому Шин когда-то доверял. Тот, кого он считал своим соратником. Вся семья погрузилась в немую тишину, услышав правду. Его мать опустилась на стул, бормоча несвязанные слова, а Фунг склонил голову, его руки дрожали, крепко сжимая старую тростниковую палку. Чен больше не испытывал прежнего гнева, он чувствовал лишь странное пустое чувство. Он был так ослеплен, что позволил недостойным войти в свою жизнь и в результате потерял все. Он вспомнил о Тутен. Она была единственной, кто искренне любил эту семью, но он изгнал ее из дома, погрузив в унижение. Теперь, когда правда раскрыта, она все еще одна, страдая без поддержки. Вечерний ветерок принес с собой холод заката. Чен стоял посреди двора, чувствуя, как все постепенно ускользает из его рук. Он потерял единственную, кто когда-либо любил его безусловно. После многих дней расследования полиция наконец установила личность вора, который похитил имущество семьи Чен. Имя, которое прозвучало, заставило всю семью замолчать. Хуонг, женщина, которой он когда-то доверял, думал, что она принесет ему новую, лучшую жизнь. Но оказалось, что именно она и привела семью к полной разоренности. Благодаря показаниям торговцев буйволами, полиция установила, что Хуонг продала буйволов семье Чен. Следуя за зацепками, они пришли в дом покупателя буйвола, а затем обнаружили текущее место проживания Хуонг. Не остается иного выхода, и полиция решает выехать до самого места, чтобы арестовать ее. Однажды утром сотрудники местного отделения отправились в путь. Они пересекали ухабистые грунтовые дороги, заходили на рынки и в придорожные кафе, расспрашивали людей. Наконец, они достигли места, где Хуонг скрывалась, маленького дома на окраине деревни, где она пыталась скрыть свою вину. Когда полиция ворвалась внутрь, Хуонг застыла. Ее хитрый взгляд искал пути для бегства, но все выходы были заблокированы. Она попыталась казаться невиновной, притворяясь наивной. «Что вам надо от меня? Я ничего не сделала». Но когда сотрудники предъявили доказательства и показания покупателей буйволов, она не смогла отрицать вину. «У нас есть достаточно улик, чтобы подтвердить, что вы похитили имущество семьи господина Фуонг. Есть ли у вас что сказать?» Хуонг опустилась на колени, слезы потекли по ее щекам. Однако уже никто не верил ее слезам. Раньше она казалась кроткой, даже заставляла Чен так страстно любить свою бывшую жену. Теперь же истинное лицо Хуонг было обнажено перед всеми. Во время ареста Хуонг продолжала сопротивляться, заикаясь в мольбах. «Пожалуйста, простите меня, я не хотела, я просто нуждалась в деньгах». Но никто не испытывал к ней жалости. Все, что она сделала, было слишком очевидно. Когда новость о аресте Хуонг разнеслась,
Дом Чен погрузился в зловещую тишину. Его мать села на пол, пустым взглядом смотрела в сторону. Она доверяла Хуйонг, плохо обращалась с Тутен, а в итоге защитница оказалась предателем, а бедную невестку унижали и обвиняли. Чен стоял на веранде, глядя в небо, его сердце переполнялось горечью. Он сам разрушил свою жизнь, и теперь единственное, что ему оставалось, найти ту, кто когда-то могла понять его боль, ту, которую он изгнал прочь, Тутен. После того, как все прояснилось, мать Чен села на пол, пустым взглядом смотрела на двор. Она потеряла все – и имущество, и честь, но больше всего ее терзало то, что она безжалостно выгнала Тутен из дома. Теперь, когда стало ясно, что она невиновна, она хотела, чтобы та вернулась. «Чен, во что бы то ни стало, нужно вернуть ее домой», — сказала она, голос ее был хриплым от бессонных ночей и слез. Отец Фуонг тоже кивнул в знак согласия. Он никогда не вставал на защиту Тутен, когда ее выгоняли, но всегда знал, что она добрая и трудолюбивая невестка. Чен слушал это, лишь опустив голову в молчании. Он осознавал, что совершил слишком много ошибок. Теперь, когда все развалилось, он не был уверен, сможет ли все исправить. Но все же он решил отправиться на поиски Тутен. Он пошел к главе села, надеясь, что тот сможет помочь. Глава села долго смотрел на Чен, а затем вздохнул. «Вот ты только решил искать ее! Ты хоть представляешь, сколько страданий ей пришлось перенести?» Чен ничего не ответил. Он только надеялся вернуть Тутен, надеялся, что она сможет простить его. Вместе с главой села Чен последовал по тропинке, ведущей в лес. Он знал, где она живет, в небольшой пещере, скрытой за густыми деревьями. Добравшись туда, он увидел, как она наклоняется, собирая тростник, чтобы сделать укрытие от дождя. Ее хрупкая, исхудалая фигура пронзала его сердце болью. «Тутен, вернись ко мне!» – произнес Чен, голос его был полон мольбы. Тутен вздрогнула и обернулась. Увидев его, ее взгляд стал таким холодным, что он содрогнулся. Вернуться зачем? Чтобы опять оказаться изгнанной? Ее голос был тихим, но полным боли. Она не плакала, не упрекала, просто не желала возвращаться. Глава села тоже попытался ее уговаривать. «Тутен, ты уже испытала достаточно страданий. Теперь семья осознала свою ошибку. Может, дашь им еще один шанс?» Тутен слегка улыбнулась, взгляд ее оставался отстраненным. «Они хотят, чтобы я вернулась, потому что нуждаются во мне? Или потому что действительно раскаиваются?» Этот вопрос оставил Чен безмолвным. Он не мог ответить. Тутен больше ничего не сказала, лишь отвернулась и направилась внутрь пещеры. Она уже не испытывала никаких чувств к тому месту, которое когда-то называла домом. Это место оказалось тем, что изгнало ее на улицу без капли жалости. Чьян стоял, наблюдая за ее уходом, и его сердце было полно горечи. Он понимал, что на этот раз она действительно ушла от него навсегда. Tử Tiên từng nghĩ rằng dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, chỉ cần cô nhẫn nhịn, vun vén gia đình thì rồi một ngày Chiến sẽ hiểu được tấm lòng của mình. Nhưng cô đã lầm. Ngày Chiến dắt Lò Thị Hường về nhà, cô không chỉ mất đi một người chồng mà còn mất luôn chốn nương tựa duy nhất. Hình ảnh Hường tay trong tay với Chiến được cả gia đình chồng đón tiếp nồng hậu, trong khi cô, người đã hy sinh cả thanh xuân vì mái nhà này, chỉ là một cái bóng nhạt nhòa, thật sự quá đỗi đau lòng. Mẹ chồng cô không ngần ngại buông những lời cay nghiệt, như thể chỉ chờ cơ hội này để trút hết mọi khinh thường lên đầu cô. Cái nhà này cần có cháu đích tôn chứ không phải một con đàn bà vô dụng. Từng lời từng chữ như nhát dao cứ sâu vào trái tim Tử Tiên. Đôi mắt cô đỏ hoe, bàn tay nắm chặt vào vặt,
áo cũ, cố gắng kìm nén để không bật khóc trước mặt những kẻ chẳng chút thương xót cô. Chiến, người từng đầu óc